На Урале осень в самом разгаре, но еще не все деревья сбросили свои красивые цветные листья, чтобы быть готовыми к зиме. В этот раз я решила пойти в пеший поход по тайге. В планах была рыбалка на таежной речке, ночевка в землянке и просто отдохнуть от повседневной суеты, наслаждаясь свежим лесным воздухом. На речке, которая была у меня на пути, я всегда уходила с уловом и была уверена, что в этом моем приключении после меня главным героем будет Хариус. Но я даже не предполагала, что им окажется зверь, которого я встречу совсем рядом. Кабаны изрыли. Тоже кабаны рылись. И здесь все изрыто кабанами. Очень хорошо покопались в земле. Дальше что-то добывали себе. Четкий след крупного кабана. Вот тут у него окончание, точнее начало его копыта. Судя по всему, он куда-то бежал, потому что это так срезано. Вот. Побежал вот в ту сторону. А может, просто поскользнулся. Собачий холод на самом деле сейчас. Утро. Последний день сентября. 30 сентября сегодня. И вот я пошла на рыбалку на одну таежную речку. Ой, идти мне, я даже не помню сколько километров. Но надеюсь, что за пару часов я управлюсь все-таки. Потому что у меня с собой нету палатки. У меня с собой из спального только спальник и подушечка для сна. Это все, что у меня есть с собой. Ночью минуса. Вчера было вообще -7. Сегодня чуть потеплее, -3 обещают. Хочу хариуса. Малосольного хариуса. Но я не знаю, добуду ли его, потому что морозы такие пришли уже. Возможно, рыба будет не клевать. Плюсом сейчас из-за дождей, которые были на прошлой неделе, вода в реке очень поднялась. Так что тоже может быть такое, что не будет клевать. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. У меня, конечно, еще еда с собой есть. На тот случай, если я не поймаю. Думала грибов найти, но, скорее всего, я их уже навряд ли найду, потому что вчера все во льду было. Грибы, мне кажется, все померли. Пошла с основной дороги охотничьей. Сейчас иду через лес. В принципе, не так уж холодно стало. Сейчас прошлась и уже даже успела вспотеть немножко. Нормально. Согреюсь сейчас. Когда вышла сегодня на маршрут, прям почувствовала, как руки леденеют, а теперь они горячие. Опять синички напевают свои песни осенние. Птицы, конечно, сейчас не так поют, как летом или особенно весной, но все равно нет да нет слышно. Что-то начирикивает. Я вышла на одно из полей, которое неподалеку от речки. Речка должна быть вот уже там. Еще немного осталось. И потом уже посмотрим по рыбалке, будет ли у меня сегодня рыба. Вообще-то 2 места, где я рыбачила. Сейчас первое из этих мест попробую, будет рыба или нет. Если нет, то на второе потопаю. Надеюсь, будет хариус. Здесь просто все истоптано. А лоси, кабаны, наверное, тут ходили. Вот просто посмотрите, как все придавлено. Вот дорога к реке, которая ведет. Да, все правильно вышло. Вот она, таежная речушка.
О, мутная вода. Не знаю, будет ли клевать хариус с такой водой. И высокая. Надо пробовать. Здесь получается идет такая струя, надо кидать поплавок на струю. Струя протаскивает его вдоль речки, и там уже сидит хариус где-нибудь. Надо пробовать. Надо, первая пошла, первый заброс, и поплыл мой поплавочек. Мне кажется, это мертвое дело, так скажем. Нету поклевки, она бы уже была. Слишком мутная вода. Ой, неужели я без хариуса останусь? Вот это вот дерево, под ним хариус любит стоять. Особенно с утра пораньше. Хариус стоит под ветвями этого деревья упавшего и ждет, когда какая-нибудь букашка с него упадет. И он тут же набрасывается. Хариус, он же хищник. Ну, попробую сейчас здесь рыбануть. Так. Сразу же какую-то траву поймала. Да что такое? Листочек. Так, попробую подальше туда, попробую кинуть. Да, все, пошло-поехало. Именно под это деревцо загоняю поплавок. Оп. Здесь моментально тонет почему-то. Груз, наверное, слишком большой, надо убавить. Не везет мне сегодня. Какой-то сучок поймала. Ах, Семен Петрович. Что ж такое, а? Рыбачила я примерно час. Не было ни одной поклевки. Решила больше и не пробовать, ведь с таким уровнем воды рыба совсем неохотно ест крючок. Решила двигаться дальше, в сторону землянки. Выхожу к полю какому-то. Там какая-то подстройка. Вот. Ага. Прикормка для диких зверей. Да. Кормушка для зверей. Для лосей, для косуль. Сейчас посмотрим, что там. Здесь дорога. Охотники ездят. Охотники и егеря. Чтобы пополнять кормушку. Ага, соль даже есть, солонец. Смотрите. Вот это все вылезали лоси, косульки. Здесь сено лежит. Люцерна. Похоже на люцерну. Крыша специально, чтобы сухой она была. Здесь, наверное, тоже когда-то соль была. Но уже нету. Съели. Вылезали. Вот и вам и кормушка. Так, там впереди овраг какой-то. Я вот сейчас так обойду. О! Ребята, привет! Пиу, 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 пиу. Пу-пу-пу. Осенью тайга такая какая-то свежая. Вот эта вся трава, листва, земля, она сыроватая. И вот этот вот запах
еловых деревьев перемешивают с запахом опавшей листвы. И прям такая особая своя атмосфера, особые такие ароматы. Не такие, как летом. Например, летом одни ароматы, осенью другие. Немного запыхалась, поднялась на горку, вижу, вот уже знакомое место. Дровишки. Есть землянка. Здесь дровишки есть. Отлично. Тапочки даже есть. Ну, здравствуй, землянка. Давно меня здесь не было. Посмотрим, что внутри. Ой, чистенько, хорошо. Дровишки тоже есть. Свечка есть. Чай стоит, все еще мой чай, который ты в прошлый раз привозила. Отлично. Вот я и в домике. С моего, по-моему, прошлого раза тут ничего не изменилось. Кстати, кружки. Я привозила 3 глиняных кружки у себя в городе, купила наших кунгурских мастеров. Они на месте. Я даже не объяснила. Это землянка Алексея с канала Лесные. Он ее строил сам своими руками в одного. И я здесь однажды уже была летом в прошлом году. По-моему, в июне. Да, в июне. Сейчас уже 30 сентября. Мне здесь очень понравилось, еще когда я смотрела стройку этой землянки. И ребята мне разрешили пожить в ней. Ну и в этот раз тоже я спросила разрешения, конечно же. Так что вот. Останусь сегодня здесь. Изначально думала, что пойду с палаткой, но потом решила, какие-то морозы начались, -7 по ночам, -5, -7. Я подумала, то, что не. Хочется где-то пожить в домике с видом на тайгу, на природу. И сразу же подумала вот про эту землянку. Ну-ка. Мой подарочек еще один тоже на месте. Это выполненный тоже мастерами кунгура из глины. Тут изображение человека с природой в пермском зверином стиле. И бинокль я еще оставляла, тоже здесь на месте. Отлично. Ну а пока, наверное, наведу здесь красоту. Надо будет подмести, смести с лавки землю, которая посыпалась. Вымести все наружу. Достала свои модные тапочки. Сначала обмету лавку, уберу со стола, тоже пыль, грязь. И далее пол буду подметать. Прибрала, подмела, чисто, красиво. Сейчас спальное место себе сделаю и буду заниматься делами. Вообще из таких вот жилищ лесных за землянками особенно нужен уход, потому что они в земле вырыты. И земля, она же имеет свойство осыпаться по чуть-чуть, но все равно. И вот это вот осыпание потом проникает в жилище. И поэтому нужно выметать все. Нет да нет. Но здесь я бы не сказала, что грязно было. Видать, люди то, что ходят, за собой все-таки убирают. Это плюс. Был у меня легкий спальник пуховый. Ну, потому что все равно я буду печку топить. Так что, думаю, не замерзну. Кружку уже свою достала. Куксу взяла с собой. А с собой у меня сегодня есть еще кастрюлька, картошка, ну, продукты имею в виду, и мясо, кабанье причем. Буду готовить кабанину. Раз уж я рыбу не поймала, то
Буду мясо есть. Смотрите, вода тут совсем высокая. Думаю, здесь порыбачить. Но вода высокая, мутная. Вода поднялась, и хариуса есть что поесть. Там всякие жучки вместе с ней поднялись из земли. Поэтому рыба не будет клевать сегодня точно. Чистота и порядок в земляночке. Шла я за водой. Из речки наберу. С собой у меня потому что нет воды. Печь затоплена, дровишки трещат, огонь весело танцует за стеклом. Легкий дымок разнесся в сторону таежной реки. Совсем рядом с землянкой на этой реке бобры строят себе большую плотину. Строителей не видно, лишь изредка по разводам на воде можно понять, что они рядом. Так они скрываются под водой от посторонних глаз. С другой стороны реки бобры также строят плотину, и если ее не смоет весенним паводком, то напротив землянки будет настоящее бобровое озеро. Эти водяные строители уже давно делают себе ходы через поле, постепенно затопляя его, прогрызая мелкую поросль кустарника и деревьев. Но в этом нет ничего страшного, ведь это природа, и в ней так заложено. Так здорово. Печурка работает, дровишки горят. Уже тепло идет от печи ко мне. Но все еще пока что вот пар изо рта идет. У меня с собой, конечно, нету бензопилы. У меня только обычная пила, но какие-то дровишки все-таки подготовлю, которые сколько сожгу, столько и добавлю. Потом в поленницу вон в ту. Топора, конечно, у меня нету. Здесь какой-то есть, но мне кажется, все уже. Вот такой здесь топор. Надо его почистить, наверное. Не знаю, что-то может получится наколоть. Поставила отвариваться картофель, 2 штуки, не очищенный. Также у меня с собой есть мясо кабана, зелень и лук. Попробую сделать одно блюдо. Здесь вот сало есть. Это хорошо. Я вот сейчас мелко нарежу. И можно даже вместо масла использовать. Как раз даже так лучше будет. Сейчас надо нарезать солонкой. А сейчас надо будет нарезать лук. Пока все переложу с доски на крышку из-под сковородки.
Решила пообедать здесь, на пенечке, с таким вот видом на речку и на тайгу. Получилось очень нежное блюдо. Картошка разварилась идеально. Такая мягкая, нежная. А благодаря укропу и петрушке такой прям свежий вкус дает. Кабанчик тоже очень нежное мясо получилось. Не пережаренное, а сам раз. Отлично. Покушала. Сейчас, наверное, пойду заготовлю дровишки. Хотела это сделать завтра с утра, но решила, раз уж время есть, пока еще не стемнело, но вот-вот скоро уже солнце скроется. Настанут сумерки, а потом и ночь. Поэтому решила сделать это сегодня и сейчас. Занять себя чем-то. Чем-то полезным. Потому что здесь я дровишки стащила. У меня есть с собой пила только. Но я видела сухару тут по дороге. Моей пилы будет для нее достаточно. Вот эту сухару я и собралась распилить. Она ветровальная. Вот у нее корень. Ветром, видать, когда-то упала. Но внутри она сухая. Вполне на дровишки подойдет. Уже рука отваливается. О. Пахнет лесом. Запыхалась, устала колоть, даже вспотела. Но зато дровишки готовы. Даже больше, чем я сегодня уже использовала. Будет запас. И завтра с утра можно будет этим не заниматься. Пусть сохнут здесь.
я взяла мох и масло растительное у меня с собой было. Решила топор протереть, потому что он ржавый. Сейчас вроде более-менее становится. У нас на Урале есть старая такая легенда, тоже по поводу, кстати, топора. Как-то зимой охотник шел с охоты через лес и случайно забрел в избушку. Не знаю, не помню, охотничья она или нет, но он пришел. Уже темнело и решил он остаться там с ночевой. Нарубил себе дров, наколол, точнее, дров. Растопил печку, приготовил себе покушать из тех пожитков, что у него было. Переночевал, а на утро он решил отправиться домой. Когда он собирался, он увидел этот топор. Топор был такой отличный, отлично колол дрова с одного взмаху. Там на щепки просто разлетались дровишки. И он ему так понравился, что охотник решил его себе забрать. Охотник взял топор и пошел домой. До дома, в принципе, должно было быть недалеко ему уже. Он шел через лес, через тайгу. И начало опять темнеть. И он вышел опять к этому же домику, к избушке. Охотник ничего не понял, что это такое, как это произошло. Он заночевал опять. С утра рано проснулся и опять пошел в сторону дома. Но уже в другую сторону пошел. Не той, который вчера шел, а по другой тропе. Прошел 1 час, прошел 2 час. А он все не мог выйти к своему дому, к своей деревне. Ходил охотник, бродил и опять вышел к этой же избушке. Охотник удивился. Он не мог понять, как же так, как такое происходит. Ведь он столько лет, он этот лес знал отлично. Пришлось ему опять там ночевать. Уснул охотник, и снится ему сон, что кто-то так в дверку тук-тук-тук. Охотник проснулся. Открывает дверь, а там стоит старик с длинной седой бородой, в шапке-ушанке и в тулупе. Охотник даже ничего не успел сказать этому старику. Старик ему говорит: «Ты кто такой и что тут делаешь?» Охотник ему рассказал историю, то что он блуждает уже 2 дня и не может выйти к себе в деревню. Старик слушал его историю молча, внимательно рассматривая его глаза, его лицо, этого охотника. И потом сказал ему: «Оставь в избе все так, как было до того, как ты пришел». Старик это сказал и посмотрел на топор, развернулся и ушел прочь. Охотник проснулся тогда, когда уже светало, увидел топор, который лежал рядом с кроватью, и подумал, что надо оставить топор, который он взял, не спрося хозяина. Положил на место топор и вышел из избы. И где-то к полудню он уже вышел из леса. То есть он уже не блуждал, а добрался до своей деревни. Мораль у этой легенды такова, то что если вы приходите в чужой дом, избу, никогда не берите то, что вам не принадлежит. Придите с уважением к хозяину. Можете прибрать, дров наколоть и оставить все на месте, ничего не беря из этой избы.
Побежал. Побежал. Самец Оти. Это просто что-то невообразимое. Я уже собиралась ложиться спать. Слышу, шебуршит вода. Ну не шебуршит, булькает. Смотрю, просто ось идет вот тут, который тут разрыты бобрами. Но он просто огромный, с ума сойти. Я впервые встретила лося, не лося, лося-то видела в этом году уже. Лося в дикой природе. Он такой огромный, самец. Ходил ху, укал, короче, самок. У них сейчас гон идет. Он просто, я думаю, сейчас, как он к землянке подплывет, он начал подходить прям близко очень. Ну, вы видели все. Подходит, я думаю, что будет, если он сейчас поднимется сюда в гору ко мне? Как закрывать быстро? Но я настолько оцепенела, что я просто стояла и записывала. Точнее, сидела. У меня там все уже затекло. Я боялась пошевелиться, чтобы он не услышал. И когда он только пошел на берег, я начала выходить из землянки, и он меня увидел опять. А до этого он тоже меня смотрел, так повернулся в печке, дровишка треснула чуть-чуть, он такой, оп, повернулся такой. Думаю, что там такое? Насторожился, смотрел в мою сторону. Я ему еще рукой помахала. Он такой пошел медленно дальше. А потом я начала уже выходить из землянки, и он втоптал туда. Пора спать ложиться. Правда, эмоции переполняют все еще. С ума сойти. Но спать надо. Завтра рано вставать и выдвигаться уже через тайгу обратно. Всем спокойной ночи. Холодно-то как. Доброе утро. Очень холодно. Очень-очень холодно. Ночью, ну, ближе к утру печка потухла. И вот сейчас время, сколько сейчас времени, даже не знаю. Часов, наверное, 7. Ну, 7:30 утра. И вот ветер сильный очень. Видать, все равно дверь не до конца закрывается. Задувал сюда чуть-чуть. И за счет этого вообще просто дубак. Я так крепко спала, что даже не могла... Руки замерзли. Так крепко спала, что даже не могла проснуться и подкинуть еще дровишек в печку. Холодно. Единственное, что я сделала, я баф натянула. Я вчера его снимала, но что-то у меня он тут под боком был. Я вот так натянула и уснула. На голову капюшон от толстовки и все. Ночью там кто-то опять укал ходил. Я так думаю, что это лось. Возможно, тот же самый, возможно, какой-то другой пришел. Потому что тот вчерашний лось, он там метку поставил. Там типа вода. Называется как-то так вот. Как-то ямой какой-то называется. У лосей. Они, в общем, туда метят.
ну, писают, да, в простонародье. И тем самым привлекает самок туда. Еще валяются, обваливаются в этом всем ходе, чтобы самок привлекать. У них же сейчас гон, им нужно активно искать себе любовь. Но это прям вообще, офигеть, как вода там просто волны так, ветер сейчас по реке пустил. Ну, возможно, вот ночью приходила самочка уже. Я не расслышала, как она там укала. Но, может быть, самка приходила, лосишка, на ароматы того альфа-самца. Но он как бы вообще не молодой. Он уже такой матерый лось вчерашний. Надо будет дома посчитать на видеозаписи, сколько отростков у них. У них сколько отростков на голове, столько им годиков. Ну, +1. Потому что у них только на 2-й год рог первый растет. Ладно, буду кофе готовить. Сейчас быстренько печь растоплю, попрыгаю, чтобы согреться. Печь растоплю и кофе себе сделаю. И потопаю обратно в деревню ближайшую. Оттуда заброска на поезд. И там уже домоишки. Даже подушка холодная. Все, Ксения Андреевна, соберись. Собери волю в кулак. Ты должна это сделать. Должна расстегнуть спальник, в котором хоть сколько-то тепло. 1, 2. Он не расстегивается. 3. О. Ай-яй-яй. Вылазь давай. Блин, заживала молнию. Я сейчас опять закрою сеть. Короче, как назло. Вот как назло. У меня спальник не хочет выпускать. Вот это, конечно, минус спальников. Не люблю, когда так они делают. Зачем вот ты так делаешь? Не выпускаешь меня в спальник. Ой, все. Вообще совсем остыло. Совсем остыло. О, зажигалка хотя бы не замерзла. Ну да, по температуре явно не лето. Вышел подышать свежим воздухом, хотя у меня в землянке он тоже свежий, холодный. Ну, печка тут, надо дать должное, печка тут просто, мое почтение, моментально все нагревает и жарко даже становится. Лосяшки не ходят. Вот там вот эта вот яма, про которую я говорила. Гоневая яма, как-то так. Яма гона лосиного. Ладно, возвращаюсь. Так, ладно, возвращаюсь. Закрываюсь. Бррр. Где тут защелка, которую Геннадий делал? Пока кофе готовится, я, наверное, уберу спальное место. Пусть не все сбылось, что было задумано в этом походе, зато я получила гораздо больше. Отдохнула душой и понаблюдала за тихой осенней жизнью таежных жителей. Это приключение я запомню надолго и обязательно еще вернусь, чтобы увидеть, что станет с этой рекой, получится ли у бобров создать себе озеро, и надеюсь, что землянка вновь отворит для меня свои двери, подарив теплоту, уют и душевное спокойствие, которые свойственны всем лесным жилищам.